Друзья, всем привет! Еду в избушку, впереди меня едет Валерик. Везу материал, Валерик везет инструмент. Сегодня у нас погода шикарная, осеннее, бабье лето. Сегодня будем в избушке отдыхать, будем работать. В общем, будем использовать весь материал, который сегодня везем. А будем делать мы сегодня стол со скамьями, беседку. О, ну и дорога, друзья. Просто ужас, друзья. Ладно, увидимся уже в избушке. Там включусь, дорога вообще нереальная. Вот теперь всем привет. Добрались до избушки. Дорога у нас хоть и тепло, но колея. Так и у нас за лето дорога не высохла. То дожди летом, то лесники их всю эту дорогу излохматили, избили. Одна колея. У нас у избушки уже настоящая золотая осень. Пошла листва. Да, уже все. Еще чуть-чуть, недельку, и листва уже капитально пойдет. Погода шикарная, плюс 20 градусов. Погода шепчет. Так что будем приступать тихонько, пока располагаемся. Пока располагаем весь инструмент. Сейчас всякие разные вещи, продукты. И тихонечко будем втягиваться в работу. Солнца уже мало, поэтому заряд очень слабый. И за ночь магнитола высаживает аккумулятор. Ночью высаживает, а днем заряжает. Но это мало очень. А летом у нас аккумулятор вообще прям полностью заряжен. Солнечной панели маленько не хватает. Да и солнце на нее уже не падает. То есть летом солнце, вот допустим, на этом месте есть. Осенью солнце у нас вообще все по-другому. И вот эту панель, ну, по сути, если закреплять, то где-то прям на открытом участке, чтобы ее можно было крутить. Причем крутить как угодно. А если ее, допустим, летом, вот если у нас солнце здесь, солнечную панель, то тут зафиксировать, то осенью, допустим, солнце вообще на нее падать не будет. То есть тут не угадаешь, надо все думать, как куда ее правильно-то и лучше закрепить. Но так, конечно, таскаем, пока есть возможность. Допустим, сейчас ее лучше перенести вот сюда, где у меня заряжается станция моя портативная. Уже 3% или нет, 4%. Да. Съездили мы в лес, привезли мы 2 бревна. Это один ствол. Мы распилили их по 2,5 метра. Они у нас пойдут на стол. Сейчас мы их будем вытаскивать, и нужно будет рубанком их шлифануть полностью, чтобы они все беленькие были. Вот эту кору содрать, оставшуюся.
Так, что у нас здесь? Хватит? Да, ну, ты значко взял? Это тяжелое бревно. Еще чуть-чуть. Ну, более-менее. Валерик у нас придумал оригинальный стол. Решил он сделать вот в виде, точнее, стол сделать между двумя столбами. То есть мы отказались от простого стола вот такого, ну, в таком стиле, и решили маленько стол в беседку сделать по-другому. Вот. Столбы, бревна, которые мы притащили рубаночком, мы их оголили. Теперь они у нас чистенькие, беленькие. Вот, подогнали уже под центральную, как это, стропила, да? Подстропильно. Ну, в общем, под это подбили. И сейчас будем как-то делать дальше, подгонять доску. И у нас, получается, столешница будет не на классических 4 ножках, а на вот таких, получается, 2 бревнах. Доску подгоняем с этой стороны, с этой. И вот у нас такой будет оригинальный столик. И что мне самое, что понравилось, у нас беседка теперь на 6 столбах стоит. То есть, как Валерик сказал, вот это у нас елка есть. А если она упадет на крышу этой беседки, беседка выстоит. Может и нет. Вот так. Вот и все. Осталось выдолбить. Можно уже столешницу тихонечко прикручивать. Но прежде чем прикрутить, надо еще много чего сделать. Вот стол врезан, пока еще не закреплен, маленько болтается, все здесь подожмется, будут ступеньки, ступеньки уберем, все зашлифуем и чего, стол будет готов. Углы, может быть, скруглим маленько, фрезой точно пройдем. Сейчас мы хотим еще сделать поддержку, то есть у нас будет доска снизу подшиваться вот так вот сюда, чтобы доска не сломалась. Если на нее сильно навалиться, то она может треснуть пополам. И чего, и все. Завтра уже будем доделывать, будем шлифовать, подгонять, скреплять. Вот, самое сложное мы на сегодня сделали. Завтра еще будут скамейки, но скамейки у нас самые простые. Там уже быстро все сделаем.
Испытали мы уже рейсмус, строганули доску, торцовочной пилой вот еще прошлись по углам. Это у нас доска будет вот так, только с той стороны, с внутренней. Это уже будем делать завтра. Вот, будем врезать, будем скреплять, будем еще... Хотим на ласточкин хвост посадить еще столешницу, чтобы она сидела здесь пожестче. Вот. Пока довольны. Сейчас будем заниматься бытом. А, еще, ну, здесь очень много опила после сегодняшнего дня. Это все нужно будет сгребсти, потому что весной уже не удастся сделать. Пока опил свежий, надо его убрать. Испытываем новый фрезер, делаем ласточкин хвост, чтобы у нас столешница максимально крепко находилась на своем месте. Фрезер, кстати, очень хороший, с хорошей комплектацией. Тут вот щетки есть, ключ, центрирующая головка, линейка, адаптер под пылесос, параллельная направляющая. Вот такой мощный 2-киловаттный фрезер. У него получается 8000 минимальных оборотов, максимальных 23 тысячи. Цанга 8 и 12 миллиметров. То есть при желании можно мощные фрезы ставить сюда. Вот получается ход фрезы 50 миллиметров. То есть на глубину 50 миллиметров можно фрезы заглубить. Сейчас мы будем делать, получается, шканты, или как их называют, которые забивают сюда. И будем столешницу уже устанавливать на свое место. Потом, конечно, все строганем, шлифанем. Углы тоже фрезами пройдем, чтобы были покрасивее. Вот такой у нас получается ласточкин хвост. Все подогнано. Вот все плотничком.
Так, ну чего, стол мы зафиксировали, забили ласточкин хвост. Стол держится крепко, никаких гвоздей, саморезов не надо. И сейчас мы будем шлифовать столешницу. Вот взяли наждачную бумагу для шлифмашинок. Здесь R80 и R120. Под конец 120 зернистостью будем проходить. Вот, и сейчас шлифуем столешницу и будем переходить на скамейки. Весь инструмент у меня Redwerk, все взаимозаменяемо. Вот сейчас будем приступать. Так, R80 сперва. Ну все, вперед. Строжим доску. Вот 3 доски уже отстрогали. Выставляем одну толщину 50 миллиметров. Благо Рейсмус это может делать. Вот 50 миллиметров. Рейсмус 2000 ватт у него мощность. 8000 оборотов в минуту. 6 метров в минуту подача доски. То есть доску кладешь, он ее здесь при помощи вала, вот он, забирает и вот тем самым проводит под, получается, под ножами. Вот 330 миллиметров максимальная ширина, 3 миллиметра максимальное это строгание доски, то есть максимум 3 миллиметра может снять. Вот, и высота заготовки 160 миллиметров, минимально 6 миллиметров. Вот очень классные вот эти валики, по которым обратно передаешь доску. Все четенько так прямо катается. Вот. Сейчас будем строгать брус и собственно будем уже собирать скамью. Вот так вот, 2000 ватт. У нас генератор немного не вывозит, срабатывает защита, но в целом аппарат хорошо работает. Вот. При помощи ручки выставляешь нужную тебе глубину строгания. Вот. Кстати говоря, на кнопках есть защитный такой, колпачок, чтобы экстренно затормозить. Можно сразу закрыть его, и двигатель глохнет. Вот так вот. Это здесь у нас кнопка, термокнопка, она, по-моему, срабатывает, если двигатель перегреется. И здесь есть кожух, чтобы подсоединить пылесос. Вот. Но отведение опила это прямо необходимо, потому что начинает доска уже скользить, если опила много. Начали мы делать скамейки, немного мы замудрили с этим и поняли, что мы сделать это сегодня мы не успеем. Поэтому стол
у нас готовый. Стол я сейчас буду покрывать, а скамейки, как не хотелось мне говорить, будут уже в следующий раз делаться. Вот. Доску мы уже подготовили для скамеек. Мы их окромили, получается, на рейсмусе. Прошли также фрезой, края скруглили. Доска готова. Сейчас нам самое главное и в следующий раз это сделать ножки для этих скамеек. А скамейки скрутить, прикрутить это не так долго. Вот. В следующем выезде, я думаю, если нам погода даст, мы доделаем электричество. Электричество я купил проводку. Это нужно будет протянуть. Будем протягивать сюда проводку. Вот, что еще? Сделаю порог, который я тоже хотел сделать нынче, но не успеваем, потому что уже время 5 час, еще чуть-чуть и будет темнать. А нам еще надо собираться и выезжать как-то. Стол я покрою. В следующий раз будем электричество, прожектор, разводку. Ну и там уже зимой по мелочи будем доделывать. Вот, будем сюда уже внутри беседки делать освещение. Вот, ну еще вроде бы что-то по мелочи. Так что, друзья, грустно, конечно, что со скамьями не получилось. Хотели мы сделать все сразу, чтобы уже все было готово. Но опять у нас остается все на потом. В принципе, вот так все будет выглядеть. Это мы заменим. И вот такая беседочка. Рейсмус фирмы Redwerk, фрезер. И не только, вы можете посмотреть по ссылочкам в описании. Может быть, подберете инструмент для себя. Но Рейсмус это прямо вещь. Мне очень понравилось. Торцовочник тоже вещи делает. Да и фрезер тоже. В общем, классный инструмент. После себя оставляем чистоту, порядок. Скоро сюда приедем. И хотелось бы, конечно, приезжать каждый раз в чистую светлую избушку, чтобы не было грязи, беспорядка. Так вот. Ну ладно. Спасибо тебе, избушка. Все, мы поехали. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в телеграм-канал, там самая актуальная информация, потом на Дзен-канал. Туда я буду дублировать ролики с Ютуба, а то многие пишут, жалуются, что уже ролики на Ютубе смотреть не могут. Вы можете посмотреть их там, но кому нравится Ютуб и кто остается на Ютубе, можете смотреть здесь. Друзья, всем спасибо, кто оставался до этого момента, и всем пока. Всем пока.